Марина была на 7-м небе от счастья. 7 месяцев они встречались с Никитой, и вчера он сделал ей предложение. Она уже мечтала, как они вьют свое гнездышко, неважно где, главное, что вдвоем. Они вместе будут решать, что приготовить на ужин, какие шторы повесить, чем заняться вечером. И можно будет уже думать о детях. Готовились к важной церемонии. Молодой мужчина предложил Марине переехать к нему. Он жил в доме с мамой. Девушка согласилась. Думала, что пока заняты подготовкой к свадьбе, поживут вместе, а потом, как законные супруги, начнут жить отдельно. Она не сильно переживала об этом. Ее мысли были заняты приятными хлопотами. Будущая свекровь вела себя сдержанно. Марина старалась понравиться Нине Федоровне, боялась шагу лишнего сделать, пыталась уловить ее настроение и подстроиться под нее. Так до свадьбы дожили. Родители Марины приехали из деревни. Свекровь с ними вроде как душевно общалась, смеялась и много разговаривала. Уезжая, родители сказали дочери, что повезло ей с мужем и со свекровью, такая приятная семья. Марина и сама радовалась. Коллеги только стращали девушку, говорили, что сложно жить со свекровью, она может невестку со света сживать, защищая сына. Тем более, что он у нее был поздним и единственным ребенком. Мужа у Нины Федоровны не было, а о детях она мечтала. Долго не могла родить, а в 48, когда уже и не надеялась, забеременела. Был Никита ее гордостью, для себя растила. Конечно, только в хорошие руки готова отдать свое чадо. Но месяц после свадьбы прошел, второй пошел, а муж про переезд даже не заикается. Даже поговорить с ним Марина толком не может. Утром на работу, каждый в свою сторону. Вечером девушка раньше домой возвращается, чуть позже Никита. С мамой ужинают, и весь вечер она с ними сидит, то телевизор смотрит, то просит чем-то помочь. Потом уставшие супруги идут спать. У Никиты на работе проблемы, на новую должность перевели, стресс целый день. На выходных свои заботы, то с мамой на рынок сходить нужно, то давление у нее целый день, сын от нее не отходит. Молодая супруга начала беспокоиться, что фактически не бывает наедине с мужем. Решила, что пора поднять этот вопрос. И вот в один из дней позвонила Никите, сказала, что задерживается, предложила встретиться после работы и вместе домой пойти. Никита встретил ее в хорошем настроении, дали ему помощника, теперь меньше стресса будет на работе. И сказала мужу, что хотела бы, чтобы они жили отдельно. «Ты что, шутишь?» – насторожился Никита, а Марина растерялась. «Я не хочу маму бросать. И вырос я здесь. Не могу оставить родной дом». «Ты не бросаешь маму», – заверила мужа Марина. «Но у нас своя семья». «Ты же видишь, что у нее здоровье не очень», – возразил Никита. «Мы же можем рядом что-то снять. Будем помогать, если что нужно», – убеждала его жена. «А если плохо ночью станет, и она даже позвонить не сможет?» «А как же другие живут?» – озадачилась Марина. «Может, другим плевать на своих родителей, а я не брошу маму». Больше эту тему Марина не поднимала. Только в голове у нее какие-то несостыковки были. Получается, что она плохая, что бросила своих родителей, и еще куча людей плохие, а вот Никита хороший. Но ни на него, ни на Нину Федоровну она ни в коем случае не злилась. Переживала за ее здоровье. Раз нужно, то готова пожертвовать своей мечтой об отдельной квартире. И остались они жить с мамой. Пожилая женщина действительно очень часто жаловалась на недомогание. Марина жалела ее и за Никиту тоже волновалась, видя, как он переживает. На работе у нее отпуск уже подходил. Заранее все расписано, никак не перенести. Планировали съездить куда-то, но так как Никиту повысили, его отпуск накрылся. А у молодой супруги выхода все равно нет, нужно брать по плану. Решила, что займется домашними делами. Может, даже свекровь уговорит в больницу сходить, обследоваться. И, отдыхая от работы, девушка прочувствовала на себе все те прелести характера свекрови, о которых ее коллеги предупреждали. Нина Федоровна, всегда улыбающаяся и хорошая, как только сын уходил на работу, превращалась в настоящего другого человека. Она кричала и всячески унижала невестку. Сначала Марина не поверила своим ушам, когда в первый день Никита только за порог, а Нина Федоровна ее окрикнула: «Чего стоишь, невестушка? Весь отпуск простоишь, а по дому дел валом».
Не гость это. В доме живешь, так и по хозяйству занимайся. Вон, погреб почистить нужно. Я уже не молодая, чтобы этим заниматься. А ты девка проворная. Сына моего охмурила, и с плесенью справишься». Марина, конечно, опешила от такого. Занялась уборкой. А свекровь ее в покое не оставляла, все недочеты выискивала. А вечером, как Никита вернулся, словно подменили ее. Опять ласковая стала. Невестка из головы все, что днем происходило, выкинула. С кем не бывает, перемкнула что-то у пожилой женщины. Но перемыкать стала Нину Федоровну каждый раз, когда сына рядом не было. И главное, что целый день скакала по дому, как будто и не болело ничего. И не скажешь, что под 70 ей уже. А вечером сердце прихватит, или давление поднимется, или отдышка. Марина уже думает, что свекровь к вечеру устает от дневной активности. От нервов тоже давление скачет. Тут на нее саму иногда свекровь так накричит, что Марина думает, что у нее самой скорее, чем у Нины Федоровны, инфаркт приключится от испуга. Еду готовить страшно было браться. Свекровь критиковала умение невестки. «Кто так варит?» – самое частое замечание. «Я эту гадость есть не буду. Не вздумай кидать это в кастрюлю», – угрожала Нина Федоровна, когда Марина брала какую-нибудь баночку со специями. Девушка не знала, к чему еще может придраться свекровь. За специи вообще неожиданно, ведь сама пожилая женщина их использовала, а невестку ругала. Иногда к приходу мужа собиралась что-то приготовить Марина, а Нина Федоровна ее с кухни выгоняла и ругалась, вспоминая, какой отвратительный ужин невестка сварганила в последний раз, хотя при сыне ее нахваливала. Как-то Марина суп стала варить. Нина Федоровна, как обычно, стояла за ее спиной, контролировала процесс. Картошку не такими кубиками невестка нарезала и закинула раньше времени. Соль нужно в конце кидать, специи эти в суп не кладутся. Крупы мало, морковки много. А в конце свекровь оттолкнула повариху, попробовала суп, скривилась и выплюнула обратно прямо в кастрюлю. «Хочешь на тот свет всех нас отправить?» Возмутилась Нина Федоровна. «Отрава какая-то!» «Все же свежее. Почему отрава?» Почти плача просила Марина. «Пересоленный, что есть невозможно», заявила свекровь. Молодая женщина стерпела. Суп, конечно же, вылила. Нина Федоровна по-быстрому макароны сварила со своей подливкой. Когда Никита с работы пришел, уже и чай заваривала. Марина про свекровь мужу ничего не рассказывала, не хотела ссорить мать с сыном. Знала, как ему дорога мама. Не поверит, а если поверит, то расстроится. Ставить его перед выбором между двумя любимыми женщинами не хотела. И потерпеть оставалось немного. Отпуск закончится, на работу будет ходить, и проблема уйдет. Когда вышла на работу, словно гора с плеч свалилась, выдохнула спокойно. Но с тех пор старалась задерживаться на работе, чтобы приходить домой в одно время с мужем. Но и после этого свекровь пакостить не перестала. Как-то важная встреча на работе должна была быть. Нужно выглядеть солидно. Платье у Марины для таких случаев дорогое было. Она его с вечера приготовила. А утром встала и не поверила своим глазам. На ее платье была огромная пропаленная дыра. «Это как?» Марина забежала на кухню, где завтракали Никита с мамой. «Ой, я случайно, прости». Нина Федоровна подскочила к невестке и взяла ее за руку. «Гладила белье, утюг оставила, забыла выключить. Пошла чайник ставить. Хорошо, что вовремя заметила, а то бы пожар случился». Она невинными глазами смотрела на девушку и улыбалась. «Вы же никогда белье утром не гладите!» Марина почти плакала. «Не переживай», – успокаивал жену муж. «Хочешь, мы на выходных новое купим?» Марина отмахнулась и побежала искать, что надеть. Еще нужно погладить и подобрать аксессуары, а времени мало. В итоге задержалась. Ну и хорошо, что сожгла. Как только вышел Никита, Нина Федоровна с издевкой обратилась к невестке. «Ты замужняя. Нечего такие платья на работу носить». В тот день она опоздала на работу и получила выговор. Коллеги уже давно заметили, что после отпуска Марина стала вести себя по-другому. Пристали к ней с расспросами. Она расплакалась и все рассказала о свекрови. «А самое ужасное, что не живем мы с ним почти, как мужчина с женщиной», – всхлипывала девушка. «Только ложимся, она из соседней комнаты. Сердце болит. И Никита бежит к ней.
всю ночь сидит у ее кровати. И так почти каждый день. Сама не понимаю, почему ей нехорошо становится всегда в одно и то же время, и обязательно перед сном. «Наивная ты, Марина», – покачала головой коллега. «Слишком добрая. Так старой девой и без детей, с живым мужем, и помрешь». Марина и сама уже этого опасалась. Совсем не хотелось ей таких перспектив. И она спросила совета, что делать в такой ситуации. Конечно, бывалые женщины начали ей предлагать разные рецепты женского счастья, некоторые очень даже радикальные. Отнекивалась Марина, но, устав от вмешательства свекрови, решилась на отчаянный шаг, чтобы спокойно провести ночь с мужем. Настроившись, девушка вернулась домой пораньше. Пока Никита не пришел с работы, она предложила свекрови выпить с ней чаю. Пожилая женщина согласилась. Марина попросила Нину Федоровну принести коробку конфет, которую она якобы забыла в прихожей. И как только та вышла, девушка достала из кармана пакетик. Свекровь направилась в прихожую, но что-то ее дернуло подсмотреть дверную щель за невесткой. От увиденного Нина Федоровна обомлела. В одну из чашек девушка подсыпала какой-то порошок. Когда пожилая женщина вернулась, на столе стояли чашки с чаем. Нина Федоровна не подала вида, что что-то видела, а просто попросила невестку долить молока в чай. И когда Марина полезла в холодильник, свекровь ловко поменяла чашки. Они выпили чай. Нина Федоровна подозрительно неразговорчивая была. Она внимательно следила за невесткой, а про себя думала, что же такое осмелилась подсыпать ей в чашку девица. Марина нервничала, тоже не находила слов, о чем поговорить. В итоге, через какое-то время, девушка пожаловалась на усталость, положила голову на стол и уснула. Нина Федоровна потрясла девушку и поняла, что, скорее всего, невестка ей подсыпала снотворное. Скоро должен вернуться сын, нужно ужин готовить. Она поставила воду для макарон и еще раз посмотрела на невестку. Та спокойно дышала. Похоже, что сладко спала. Позвонил Никита, сказал, что задерживается на работе. Пожилая женщина вздохнула. Ей стало не по себе. Она размышляла о том, зачем невестке понадобилось подсыпать ей снотворное. Она пошла в зал и присела на мягкий диван. Продолжила обдумывать происходящее. Что же она делает не так в жизни? За раздумьями забыла о том, что еду готовить собралась. А вода тем временем закипела, убежала и затушила пламя газовой плиты. Постепенно газ дошел до зала, и незаметно для себя Нина Федоровна погрузилась в сладкую дрему. Открыла глаза пожилая женщина в реанимационном отделении. Она быстро пришла в себя, отравление было не сильным. Спасло то, что сын не очень задержался на работе. Попав домой, он сразу почувствовал запах газа и оперативно среагировал. Могло бы кончиться все гораздо хуже, не только для женщин, но и для него и для соседей. Через несколько дней Нина Федоровна поправилась, а вот молодой женщине досталось сильнее. Она была на кухне и надышалась газом прилично. Никита места себе не находил. Он почти не спал ночами и много разговаривал с мамой, рассказывая ей, какая у него замечательная жена, и что он не переживет ее потери. Нина Федоровна ничего не сказала сыну о том, что произошло между ней и невесткой. Она видела, как Никита волнуется за жену. Не дай бог что-то случится с Мариной, он будет винить во всем или себя, или мать. Свекровь поняла, что была несправедлива со своей невесткой, что сын счастлив с ней, и она напрасно так ее гнобила. После случившегося Нина Федоровна сделала для себя выводы и молила Бога, чтобы Марина выжила и у нее все было хорошо. Через какое-то время девушку перевели в обычную палату, но в сознание она еще не приходила. В больнице, к сожалению, персонал особо не будет следить за больными. Никита переживал, что жену его угробят, если не присматривать самим, и они с мамой по очереди дежурили у кровати Марины. Прошла неделя. Очередь пожилой женщины была присматривать за невесткой. Она сидела над кроватью и про себя молилась. Марина открыла глаза и растерянно посмотрела на свекровь. Девушка не понимала, что с ней и где она находится. Последнее, что она помнила, это чай. Неожиданно она осознала, какую глупость она совершила. Все из-за глупой ревности, чтобы побыть с Никитой. А ведь для мамы он тоже важен. Сын – ее единственная отрада, и она такая замечательная женщина, что вырастила такого хорошего мужчину.
простите меня», – тихо прошептала Марина, глядя на свекровь. Нина Федоровна заплакала и начала обнимать и целовать девушку. «Это ты меня прости, дуру старую», – глотая слезы, промолвила Нина Федоровна, и обе женщины заплакали. Марина вскоре выздоровела. С тех пор между ней и свекровью все наладилось. Пожилая женщина настояла, чтобы молодые жили отдельно, не старые еще. Стали они жить без злобы. Никита так и не узнал, что были когда-то между его любимыми женщинами конфликты. Оно и хорошо, что женщины сохранили все между собой, пережили свои проблемы вместе и оставили все в прошлом.